сожалению, в современном мире милосердие встречается все реже. Виной тому сами люди, которые стали алчными и злыми. Принято считать, что милосердию свойственно исключительно представителям рода человеческого. Но в этом рассказе мы ставим под сомнение этот факт, наглядно свидетельствующим о том, что животные бывают куда благороднее и добрее людей. Произошло это в глухой сибирской деревне. Декабрьским утром женщина-почтальон спешила доставить газеты и пенсию в отдаленный поселок. Она решила срезать путь и направиться по дороге, вплотную прилегающую к лесу. От быстрой ходьбы у женщины вскоре сбилось дыхание, и она, прислонившись к дереву, решила перевести дух. Вдруг ей на мгновение показалось, что за ближайшими кустами мелькнула какая-то серая тень. Присмотревшись повнимательнее, она с ужасом увидела, что это волк. Хищник смотрел на нее пристальным взглядом, полным ярости и злобы. Вскоре к нему присоединился еще один зверь. Вдвоем они уже представляли реальную угрозу для перепуганной женщины. Волки, оскалив пасти, подошли ближе, окружив почтальона с двух сторон. Женщина каким-то шестым чувством ощутила, что еще мгновение и хищники бросятся на нее и разорвут в клочья. Ситуация становилась катастрофической. Убежать у женщины навряд ли бы получилось, а вскарабкаться по гладкому стволу сосны было ей не по силам и не по возрасту. От ощущения смерти женщина упала на колени и, закрыв глаза, принялась молиться. Хищники, поджав лапы, приготовились к прыжку. Несчастная жертва уже мысленно прощалась с жизнью, как вдруг послышалось яростное рычание, местами переходящее в громкий рев. Открыв глаза, почтальон на мгновение потеряла дар речи. Увиденное настолько шокировало ее, что женщина подумала, что это все плод ее воображений. На ее глазах развернулась настоящая бойня. Волки оказались атакованы каким-то другим хищником, внешне похожим на них самих, но отличавшимся размером и более светлой окраской. Таинственный зверь не давал лесным бродягам вздохнуть, беспрерывно кусая и выдирая клочки серой шерсти. Стоит сказать, что и волки не оставались в долгу, пользуясь численным превосходством. Они пытались повалить его, чтобы скорее добраться до глотки. Схватка длилась не больше минуты, показавшейся женщине целой вечностью. Израненные волки, уступив более сильному противнику, вынуждены были покинуть место схватки. Женщина, не зная, что сказать, неотступно смотрела на своего спасителя. Лесной зверь определенно не был волком. Скорее всего, это была помесь. Пес, чьими родителями были собака и дикий волк. Зверь еще немного постоял, рассматривая женщину, а затем растворился в лесной чаще. Почтальон не знала, что раньше полукровка жил в семье человека, имея все, о чем только мог мечтать домашний пес. Но счастье оказалось недолгим. Получив выгодное предложение по работе, глава семейства забрал жену и ребенка в областной центр, где они поселились в уютной многоэтажке, а пес-полукровка оказался выброшенным на улицу, как ненужный хлам. Какое-то время он скитался по помойкам, питаясь отбросами. Но однажды, услышав зов предков, он примкнулся к волчьей стае. Напавшие на женщину волки пришли из другого района. Зима выдалась голодной, поэтому хищники решили напасть на человека. В памяти одичавшего сохранились воспоминания о том, что люди когда-то были частью его семьи, поэтому он и вступился за почтальона, обозначив тем самым свою власть для хищников-чужаков. Чудом уцелевшая женщина рассказала об этом случае в поселке, жители подтвердили, что по ночам видели пса-полукровку на краю деревни. Видимо, став лесным зверем, он сохранил любовь и уважение к людям. Обиды и унижения не убили в хищнике веру в человека и преданность хозяевам до последнего вздоха. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.